Всем любителям вертолетов привет! Добрался я наконец до продолжения обзоров винтокрылой техники и представляю вам разительно более современный вертолет Ми-35М, который находится в советской ветке развития после Ми-24П. Когда-то он был даже топовым вертолетом СССР, однако сейчас после него уже добавлено целых два штурмовых Ми-28Н и Ми-28НМ и К-52 по советской ветке. Кстати, советы по выбору прокачиваемой ветки также будут. Сам Ми-35М представляет собой глубокую модернизацию легендарных крокодилов серии Ми-24 с укороченными крыльями на два подвеса каждая, другим рулевым винтом, а также композитным несущим винтом вместе с новыми двигателями. Шасси на этой модели уже не убираются, увы. Лично мне с убранными крокодилы всегда казались очень привлекательными внешне. Немного каламбуристо сказал, но думаю, вы меня поняли верно. Кстати, внутреннее обозначение у вертолета Ми-24ВП, а Ми-35М было придумано для экспорта. Первый прототип был построен в 1995 году, а полноценное производство стартовало только через 10 лет, в 2005. В данный момент построено свыше 120 экземпляров. В игре на начало 2024 года вертолет имеет боевой рейтинг 10,7 и расположен на 6 ранге. Давайте выясним, за счет чего он еще похорошел, кроме внешних отличий, что имел честь возглавлять советское вертолетостроение в игре. Системы противодействия в большом количестве, 192 штуки, СОЭП, система оптико-электронных помех, современный радар, классный теплак и, наконец-то, классный 74-кратный оптический зум и телеавтомат для захвата и автоматического сопровождения цели. В нынешних реалиях с обилием тумана на всех картах, теплак и хороший зум для вертолета – это и спасение, и возможность успешно нагибать. Вооружение также значительно улучшено в сравнении с предыдущими вертолетами Советов. Появились современные птуры атака, которые мы можем нести в количестве 8 штук. Пробитие тандемное, дальность стрельбы 6 км, бронепробитие 800 мм, скорость полета 550 метров в секунду. Ну вкусняшка просто. Когда-то давно была возможность брать целых 16 штук, но увы, вертолет чутка поднерфили. Появились наконец нормальные ракеты против летки 9М39 «Игла» с дальностью захвата цели со всех ракурсов 6 км, которые можно взять в максимальном количестве 8 штук. Однако занимают они те же крепления, что и птуры, потому лучше брать их только 4 штуки, плюс максимальные 8 штук атак в топе. Кстати, приловчившись, можно и атаками сбивать летку, благо телеавтомат нам позволяет это сделать. Также для выбора имеются знакомые нам подвесы из 23 мм автопушек и классные нары С8КО с пробитием в 420 мм, которые можно взять в максимальном количестве 80 штук, либо 40 штук вместе с птурами и иглами. Появились и новые фугасные бабахи. Это ракеты С-13ОФ, которые несут в себе взрывчатки на 11 кг в тротиловом эквиваленте каждая. Их, правда, можно взять только 10 штук, занимают два подвеса. Никуда не делось оружие в носовой части. Теперь это подвижная двуствольная турель ГШ-23Л с бронепробитием 31 мм, которая позволит разрезать и легкобронированную наземку и неопытных пилотов самолетов, осмелившихся подлететь к нам на достаточное расстояние. Не забывайте открывать кокпит для того, чтобы в прицеле стрелка лучше слышать подлетающих близко врагов. А вот возможность нести бомбы теперь отсутствует в сравнении с предшественниками. Кстати, обзоры на предыдущие родственные модели вертолетов Ми-24 в различных вариациях оставлю в описании к видео. В стоке птуры будут недоступны и придется некоторое время летать только с неуправляемым вооружением, что не так сложно, учитывая наличие баллистического вычислителя. Далее откроется сначала птур «Штурм» с дальностью пуска в 5 км и кумулятивным пробитием. И только на 4-м уровне исследования модификаций можно будет прокачать птуры атака. Максимальная скорость Ми-35 до 320 км в час. По маневренности все осталось почти на том же уровне примерно, что и Ми-24В или П. Увы, хвастаться нам особо нечем. На большой скорости вертолет очень валкий, хоть и несколько получше, чем у старших братьев. Все маневры лучше заранее планировать и просчитывать, а также держать РШГ в районе 60-70%, иначе можно просто улететь носом в землю. Бронирование приемлемое, иногда может танковать попадание с получением незначительного урона. Выживать после возгорания и давать возможность спокойно вернуться на базу для ремонта. Но полагаться на это точно не стоит, лучше играть всегда осторожно. Из нюансов и рекомендаций по игре на вертолете. Скороподъемность и маневренность в целом значительно отстает от современных одноклассников других наций, что в совокупности с большим силуэтом вынуждает играть очень осторожно, так как мы всегда будем лакомой целью для всех противников. Зона пуска птуров очень мелкая, что может создать некоторые неудобства в начале, так как привыкнуть к этому несложно, а именно держать нос в направлении цели и подруливать по чуть-чуть. Птуры атака на данный момент можно пускать и вести только по одной штуке, то есть если вы пускаете вторую ракету, первая теряет управление и уходит в землю. В целом вертолет по системам и их управлению стал сложнее предшественников, потому рекомендую посмотреть гайды по настройке управления и игре на вертолетах в целом. Несколько есть и на моем канале, ссылки как всегда будут в описании к видео.
Частенько будем попадать к топовым ЗРК, а так как у нас нет топовых туров «Вихрь», которые можно пускать и наводить группой, да и скорость у них повыше, высоко над укрытиями подниматься для нас будет сильно гибельно. Если вы научитесь успешно играть на Ми-35М, далее на топовых вертолетах будет уже значительно проще и эффективнее. Для борьбы с ракетами ЗРК можно использовать пуски наров, чтобы детонация была о них. Не забывайте периодически осматриваться вокруг на предмет появления лётки противника. Благо с тепловизором и классным зумом делать это несложно теперь. Системы противодействия типа ЛТЦ откидывать нужно вручную, автоматической системы противодействия пока не завезли, так что не игнорируйте индикатор облучения РЛС. Если вы раздумываете, что качать после Ми-24П, а думают об этом многие, то тут все просто. Если хотите вдохнуть свежего воздуха побыстрее, вам стоит идти за Ми-35М. Если очень хотите К-52, тогда придется помучиться еще на К-29. Я лично прокачал вначале ветку до Ми-28НМ, и за время его прокачивания в топ как раз смог прокачать без покупки К-29 и открыть К-52. Но путь этот был долгим, по большей части в ПВЕ. Выбор, естественно, за вами. По тактике игры все стандартно. Нравится первым респом лететь на нарах, пожалуйста. Хотите зависать над своим филдом, быстро отстреливать и садиться на перезарядку, да кто ж вас остановит? А может вам нравится облетать поле боя и аннигилировать противников под непредсказуемыми углами или подлететь поближе к вертолетному филду противника и устроить засаду? Тоже можно. Каких-либо ограничений здесь нет. Вертолет позволяет играть, как вам только захочется. По самому урону птуров все как всегда, он рандомный. Можно заваншотить 5 танков подряд, а можно в каждый засаживать по 2-3 птура для уничтожения. Как итог, вертолет очень приятный, в предтоповый сетап брать обязательно. Если вы до этого не летали на подобной технике, рекомендую хотя бы попробовать. На этом все по самому обзору. Если вы впервые на канале или же просто не хотите пропускать видео и помочь каналу развиваться, обычные добрые ютуберские дела добавят вам плюсик в карму и возможно улучшат пруху в игре, кто знает. Комментарий, лайк или подписка. Для меня лично и канала в целом ваша помощь будет лучшей благодарностью. Всем желаю удачи в рандоме и пока-пока!